Всем привет! Сегодня субботний прекрасный день, и я с сыном собираюсь посетить детский музей Чикаго, который находится в здании военно-морского пирса. Кроме того, там есть дополнительные развлекательные зоны, фудкорт, ну и еще много чего. Поэтому все, что будет интересно, я буду, наверное, записывать. Ну, давайте, поехали. Итак, мы приехали все-таки на парковку здания Navy Pier, военно-морского пирса. Дорога заняла примерно полчаса, может быть побольше, были пробки, авария. Сейчас мы будем искать, вот Лёва уже изучает. Лёв, что ты там изучаешь? Замок? Пошли. Мы сейчас поищем, где выход на верхние этажи. И там по ходу дела будем продолжать съемку. Мы вышли вот в такой вот фудкорт. Люди кушают на фоне красивого вида. Ну, что-то вкусно пахнет. У нас разыгрался аппетит, да, сынок? Тоже, наверное, что-то хочешь покушать? Шумновато маленько. Зато красивые виды здесь открываются. Вот мы вышли на улицу с другой стороны от парковки вот этого большого здания. Я хочу показать здесь вид на сам причал. Сегодня вода такого зеленовато-бирюзового цвета. В принципе, она часто такого бывает. Вот вид на сам даунтаун. И вот здание самого Navy пирса, вот этого вот военно-морского, так называемого. Здесь есть большое колесо обозрения. Не знаю, работает ли оно сегодня. Может быть, по каким-то временным интервалам. Ну, здорово, в принципе, красиво. Так, ну а мы с Левой пойдем, наверное, дальше искать, где вход в сам детский музей. Лева сказал, что кушать он не хочет, да, Лев? Кушать не будем сейчас, да? Ну все, пойдем. Шли, искали мы музей, и все-таки мы нашли очередной фудкорт. И все-таки сдались и решили перекусить. Сейчас здесь вот различные зоны, и в которых можно что-то заказывать. Разные напитки, какие-то перекусы, еду. Вот там Starbucks, здесь Макдоналдс, там что-то еще. Омри. Ну, в общем, перекусим быстро. Постараемся это сделать очень-очень быстро, потому что мы только пришли и хочется побольше посмотреть. Да, Лев, быстро будем? Лев, быстро будем кушать? Да, вот мы подходим к Чикаго Children's Museum. И это вход. Сейчас мы предъявим, наверное, билет и пойдем спросим, можно ли там, кстати, снимать. Так, мы предъявили свои билеты. Нам дали, кстати, еще скидку 10% на оплату парковки. И в том числе разрешили проводить видеосъемку. Единственное, что попросили не снимать членов других семей. Но, собственно, мы этого не будем делать, потому что нам это не интересно. И сразу же нас встречает какой-то первый экспонат. Я не знаю, натуральные это кости или нет. Но не факт. Вот такая вот ария здесь. Но сейчас будем исследовать, что здесь есть. Вот какая-то конструкция, наверное, которую можно покрутить, повертеть, что-то с ней поделать. Вероятно, детям это очень нравится. Я думаю, что цели какой-то нету прямо. Что-то сверхъестественного не произойдет. Да, Лёх, ну давай покрути.
Вот такой здесь уголок, как пожарная станция, наверное, можно сказать здесь. Пожарная машинка, различного рода симуляторы. Можно покрутить рули, повращать рычажки. Имитация тушения пожара. Ну, вот пока у меня складывается впечатление, что этот музей примерно для возраста детей, наверное, где-то, ну, наверное, от 3, может быть, до 7, где-то вот так вот. Ну, посмотрим другие экспозиции еще, может быть, что-то есть такое для детей уже более старшего возраста. Ну и вот рядом сделана комната такая, как пожарная часть. То есть вот здесь офис, соответственно, портрет мэра города Чикаго, отважные пожарные. Что-то можно понажимать, что-то можно почитать, можно переодеться в униформу пожарного. Зашли, вот здесь такая комната, имитация цирка. И Лёва у нас будет силачом. Давай, поднимай, Лёвка. Вот молодец. Вот такую штангу жмешь. Можно одеться, вот, переодеться в такие костюмы интересные. Клоуны, еще кого-то. Супер модные ботиночки тут есть. Лёва выполняет акробатические трюки высшего пилотажа. Молодец. Зашли в такую комнату. Здесь Льву выдали шлем. И я так понимаю, что здесь надо подниматься наверх. Не, Лев, я не пойду. Давай сам, пожалуйста. Я не хочу. Давай. Давай. По этим лабиринтам сам. Я, честно говоря, не думаю, что там что-то сложное, потому что делали все-таки для детей. Единственное, удивительно, почему столько много металла. Но может быть и зря, что я не пошел туда, потому что она достаточно высокая и многоуровневая конструкция эта. То есть как бы там можно, наверное, даже заплутать. Этот так называемый музей, он многоуровневый. И вот мы поднимаемся на 2-й уровень. Будем смотреть, что здесь у нас есть интересного. Лев заинтересовался здесь таким стендом, на котором можно просматривать. Я так понимаю, что, наверное, это все-таки видеозапись одной из камер Чикаго. И вот здесь можно крутить вот такой вот вращающийся джойстик и смотреть это видео. А рядом здесь игровая зона, в которой представлены вот такие вот наборы конструкторов, достаточно большие, из которых можно что-то конструировать. Кто-то даже пытался это делать. Есть инструмент, такие массивные достаточно болты. Но я бы не сказал, что здесь очень много детей. Вот сотрудник, видимо, музея что-то, наверное, либо разбирает, либо собирает. Ну, наверное, для маленьких детей все-таки это такое.
Трудноватое, в общем, занятие это для маленьких детей, да, Лев? Видишь, сколько здесь конструкторов? Такая вот комната называется комната сокровищ. Сынок, ну это, наверное, типа сокровища для детей. И следующая комната, где дети, я так понимаю, могут почувствовать себя археологами, попытаться пораскапывать что-то, какие-то останки. Останки динозавров. Ну почему бы нет? Ты пойдешь откапывать останки динозавров, Лев? Кости пойдешь откапывать там? Вот там кисточки специальные, копалки. И там надо их откапывать. Вот Лев заинтересовался такой системой желобов, которые на магнитах прикрепляются к металлической стене. Их можно менять местами, на разные уровни ставить и формировать вот такие вот интересные длинные дорожки для перекатывания шариков. Вот такая вот здесь комната, типа комната для выполнения поделок. Я бы сказал, наверное, больше для детей таких поменьше, которым там 3, 4, 5 лет. Вот такие вот разные поделки они делают из картона и бумаги, и с проволоки, еще с чего-то. Льва, честно говоря, это не сильно заинтересовало, поэтому мы не задерживаемся в этой комнате, идем дальше. Мы направляемся в следующую секцию так называемого этого детского музея. Называется он «Детский город». Заводи, Лев, заводи. Давай поедем на басе. Ну, вот такие небольшие секции, то есть есть там заправочная станция, магазин, еще что-то. Пойдем еще что-то посмотрим, Лев. Вот здесь сымитировано типа такой подвал, бейсмент, где надо, вот есть челлендж, собрать водопроводную систему из таких вот труб. Трубы надо подсоединять вот в такие дырки и, наверное, вывести наверх, я так понимаю. Да, Лёх, получается у тебя? А? Отлично. Сантехники хорошо зарабатывают в Америке. И очередная секция, которая называется лесная тропа или лесной домик, я так не понял, честно говоря. Come right back.
Вот заходим в павильон, который называется Water City. Что, наверное, можно перевести как водный город, город воды. А, ну прикольный такой. Лёв. Ну, в общем, можно сказать, это зона для тех детей, которые любят играть в ручейки, но у них нету такой возможности. По тем или иным причинам, вот можно тут походить, повозиться, позапускать различные тарелочки, побрязгаться. И вот в таких зонах интересные высокие потолки, сделаны в виде башен, не знаю, почему это сделано. Может быть, исторически здесь была какая-то другая задумка, сложно сказать. И вот такой интересный вид, красивый, открывается отсюда из окон, прямо на центр даунтауна. Погода хорошая, я думаю, что когда мы выйдем из этого так называемого музея, у меня получится запечатлеть еще несколько красочных обзорных видео, так скажем, зарисовок даунтауна. Ну, мы решили уже покидать этот музей. Погуляли мы примерно где-то здесь 1,5 часа, может быть, будет чуть побольше. Ну, в целом, я бы сказал, что, конечно, это не музей, это больше такое многоуровневая зона развлечений для детей. Но, в принципе, я думаю, что посетить можно, особенно если вот дети не любят гулять на открытых пространствах. А мы поехали. Такой вот лифт. Выйдем, наверное, сейчас мы на первый этаж. Лев, нажимай кнопку. Ну вот само здание музея, можно сказать, вот из кирпича, и у него такой вот стеклянный купол. Мы вышли, поднялись на крышу фудкортов. И вот здесь открывается такой замечательный вид на залив, на причал. Рядом виден прямо центр даунтауна. Высотки стоят. Красиво, конечно, здесь. И опять же могу повториться, что это озеро, наверное, все-таки это жемчужина таких городов, как Милуоки, Чикаго непосредственно. Здесь можно купить билеты и покататься на лодочках, вот, которые здесь причаливают, такие катерки. Но сегодня немножко ветрено, мы не будем этого делать. Наверное, мы в следующий раз. Также вот я вижу там припаркованы уже такие большие круизные корабли. Видимо, прибывают с экскурсиями. Дальше я так вижу здание театра Шекспир Чикагского. Вот здесь вот огромное колесо обозрения, какие-то аттракционы. Но мы, пожалуй, еще прогуляемся здесь. Да, Лев, пойдем посмотрим. Я хочу поиграть там. В общем, мы не удержались и решили купить билеты и прокатиться на этом колесе обозрения, сделать с него репортаж, потому что сегодня хорошая погода, есть еще достаточно времени у нас. Сейчас постоим, я думаю, недолго в небольшой очереди. И покажем красоты этого города. Ну вот мы сели в кабинку этого космического корабля. Ну, колесо начало вращаться и поднимает еще нас выше.
Здесь вот видно само здание вот этого пирса военно-морского. Вот сам даунтаун. А что это такое, пап? Вот это. Keep hands and feet clear of doors. Ну, достаточно. Ну вот мы и прокатились на этом колесе, мы собираемся уже уходить. Несмотря на то, что солнце уже близится к горизонту, хочу еще раз напоследок запечатлеть эту красивый вид на даунтаун. Погода сегодня, как всегда, шикарная. Я считаю, что наша прогулка сегодня удалась на славу. Да, Лев? Немножко устал у меня сын, но это нормально. Ну, всем спасибо, кто меня смотрит. Кому нравятся те репортажи, которые у меня получается снимать. Всем пока-пока. До новых встреч.